Привет, друзья! С вами канал Дорлио Таро. Меня зовут Галина. Я к вам пришла вновь с раскладом. Стучит, гремит, на пороге стоит. Мне нравятся эти старинные словечки, мне нравится это старинное гадание. Оно напоминает мне о детстве. Наша бабушка так гадала, да, на обычных игральных картах. Поэтому оно вызывает такой трепет и приятные воспоминания. Но сегодня у меня не обычные игральные карты. У меня будет обычное Таро или Норман. Вот 4 королевы. Да, вот они все. Вы можете загадать себя, можете просто так по интуиции выбрать свой вариант. Ну вот сегодня первая у нас кубковая, водная стихия, рыба, раки, скорпионы. Ну что ж, будем смотреть, да, что это событие ближайшего будущего. Конечно же, любовная тематика. Что же еще? Такие гадания обычно устраивали на Рождество, на святки. Я это отлично помню, поэтому надеюсь, вам понравится. От таких гаданий, раскладов веет теплом, каким-то таким дровишками, печкой. Поэтому заваривайте чаек, наливайте любимый свой напиток, кофе, чай, кому что нравится. Берите конфеты, пирожки, печеньки и будем смотреть. Получайте удовольствие. Итак. Ну, смотрите. Смотрите, что выходит. Да, это здесь вообще прям первая карта Солнца. Отличная карта. И она нам сразу говорит, задает тон всему раскладу. То есть независимо от того, любовная эта тема, нет. То есть здесь сразу рядом с вами Солнце. Успех. Успех в делах, в любви, во всех начинаниях. Ну, как бы я так загадала, да, она как определяющая карта, как сигнификатор для вас, самая первая. Ну и дальше по списку, да, прояснение каких-то мутных дел, да, успех в каких-то своих планах, в осуществлении этих планов, да, если какие-то были мечты, проекты, вы строили, да, может быть, был план там, я не знаю, ремонт в доме, да, если был план мужчина, то вот, пожалуйста, да. Если сейчас пока все как-то непонятно, то вот здесь, пожалуйста, идет мужчина. Если были в планах какие-то мысли о материнстве, пожалуйста, вот. Если вы задумаете, то как раз успех в этом вас ждет. Вот. Выметаются проблемы денежные, выметаются проблемы какие-то отдаленные, да, если они, как вам казалось, неосуществимы, эти планы и мечты, какие-то далекие, да, пока где-то там, то вот сейчас, ну, например, то, что касается денег, например, каких-то финансовых вопросов, то эти проблемы как бы сами собой выметаются, да, много разговоров будет на тематику общения, да, так будем говорить, много общения на тематику финансовую, денежную. Вот, может быть, вы мечтали сменить работу, может, вы мечтали поменять ее на более денежную, так вот как раз сейчас самое время, да, в этом вас ждет успех. Но это общий такой расклад. Мы смотрим здесь больше любовную тематику. Вот, много разговоров с этим мужчиной. Мужчина денежный, мужчина достаточно крепко стоящий на ногах, успешный.
Да, это такой мужчина-мечта для вас. О таком именно человеке вы мечтали. Но вам казалось, что он где-то, ну, где-то очень далеко, да, где-то какой-то... Либо на самом деле этот мужчина вам знаком, и он где-то далеко от вас. Может быть, вы общаетесь по интернету. Да. Здесь тоже идет такая информация. Вот. Ну, опять же, может быть, это мужчина куда-то поехал, да, может быть, он где-то от вас действительно далеко и уехал на заработки. Здесь тоже такое может быть для кого-то. Вот, теперь он от вас прям далеко, как звезда. Для кого-то, девочки, действительно, вы как звезда для этого мужчины. Он вас считает звездой. Он к вам относится как к такой богине, да, что вы одна из многих женщин, которые покорили его сердце. Или покорит, если вы не знаете этого мужчину. Вот. Давайте рассмотрим этого мужчину. Ну вот видите, отношения идут с этим мужчиной. Но хочется сказать, что как будто бы девочки, вот опять солнце. Смотрите, хочется сказать, что как будто бы вам предлагают отношения. Или все же это вы предлагаете, да? Ну, в общем, один из вас предлагает отношения, как-то с чувствами, больше испытывает чувств, да? А второй как будто бы не очень, да? Как будто бы не очень. За плечами у этого человека какой-то обман, он помнит о нем. Я не знаю, о чем здесь идет речь. Может быть, вы, где-то он вас разоблачил, или он вам будет предлагать чувства, а за плечами здесь какая-то не очень приятная была история, которая напоминает все время вот о нечестности, да, партнера. Либо за плечами в прошлом у этого человека есть какая-то история мутная, которая, ну, не очень, да, скажем прямо. Здесь, я говорю, могут быть и обманы, какие-то недосказанности, предательства, треугольники. Все сюда может быть, да. Вот, человек, может, нечестно поступал, как-то эгоистично, больше старался все для себя, не думая о других, да, о партнере. Возможно, эта история отталкивает. Может быть, это действительно мужчина. Вот поскольку я его сейчас рассматриваю, может быть, здесь как предупреждение, вы, в общем-то, отношения-то будут, но чувства будут с вашей стороны, а партнер как будто бы закрыт, да, как будто бы не особенно торопится в отношения, имея за плечами вот такой негативный какой-то опыт. Но все равно, тем не менее, с его стороны нет обмана, это в его прошлом, это за его спиной. А так-то он нацелен на отношения, да. Здесь карта опять Солнце выходит, вторая карта Солнце. Что нам может говорить о том, что просто ему мешает какой-то негативный опыт. С вами ли, да, если это знакомый вам мужчина, может быть, это в прошлом были какие-то там недопонимания у вас, да, какая-то была история не очень, которая сейчас его тормозит. Может быть, он не особо доверяет вам или думает, что, ну, а зачем оно мне как-то вот открывать свое сердце. Да, как-то вот, знаете, ну, немножко подзакрыт от чувств, от отношений. Немножко. Он помнит просто, как было. Он помнит, как было. Король Пентаклей выходит. Да, это земная стихия, Козерог, Телец, Дева. Да, он просто помнит, он как будто в оппозиции стоит, он помнит, то есть он к вам чувства у него хорошие, он никаких, нет у него камней за пазухой, он настроен на отношения, но пока он как будто закрыт, он просто вот как будто бы не доверяет, да, у него есть негативный опыт. Так, ну хорошо, придет время, он откроется, придет время, он откроется, а пока вот он будет вот так. Пока он будет уходить от чувств, он пока будет наблюдать, он будет как-то надо, не надо,
да, может быть, открывать свое сердце навстречу, распахивать. Вот именно вы выходите. Здесь все о вас. Здесь все о вас. Но карта хорошая выходит на итог. Карта хорошая. Здесь идет о том, что и семья, и, в общем-то, ну, наивысшая карта достаточно теплых, хороших отношений. Да? Здесь десятка кубков, которая говорит, что здесь и семейная карта, да, и вполне себе счастье, вполне себе радость, любовь, удовлетворенность друг другом. Да? То есть здесь все счастливы. Не только дети, не только тараканы, не только кошки и собаки, но и сами влюбленные. Поэтому он немножко посмотрит, понаблюдает, дайте возможность оттаять его сердцу. Возможно, в недалеком прошлом у него была какая-то, ну, не очень такая история. Да? Вот. Вот такое вот. Может быть, вы и знаете этого мужчину, да? Может быть. Хочется сказать, что, ну, здесь, знаете, как, даже если вы его знаете, все равно, если это знакомый для вас мужчина, все равно какая-то некая стагнация сейчас между вами, да, вот он как будто отгораживается. Может быть, паузу взял в отношениях, может быть, при встрече он себя именно так поведет, недавно только расстался, и будет вот такая. Мы глубоко не смотрим, мы смотрим, кто идет к вам, да, глубоко прям внедряться в это мы не будем. А если будем, то пишите, сделаем еще расклад, посмотрим глубже вашего мужчину. Вот. Ну, мне хочется сейчас посмотреть именно итог отношений, да. Мы увидели, что там благополучие, да. Ну, шестерка мечей, девочки, выпадает. Шестерка мечей на итог отношений. Какая-то напряженная карта. Может быть, это переезд, да, куда? В отношения. Все понятно. То есть он вот немножко подумает, да, будет сомневаться, как-то выбирать надо ему, не надо, я уже сказала. А потом все-таки он, да, всю гамму эмоций, все свои чувства выпустит, и отношения пойдут в нужное русло. То есть вот отношения здесь, в отношении пойдет. Из шестерки мечей, да, вот, десятка пентаклей, пожалуйста. Благополучие и, в общем-то, ничего плохого, все здесь более-менее хорошо. Здесь, да не то, что более-менее, а прям хорошо, да, то здесь и благополучие, лучше и не надо. Лучше уже вам и не нужно, вы и не придумаешь лучше. И благополучие финансовое, и благополучие в отношениях, поскольку он пентаклевый земной король, то, конечно, он, я думаю, даст вам возможность финансового спокойствия, финансовой стабильности, теплых отношений и забот. Вот все, что я увидела. Вот такой был для вас кубковый, мои дорогие королевы, расклад. Смотрим воздушную стихию. Весы, близнецы, водолеи. Смотрим вас, что у вас стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте смотреть для вас. Посмотрим. Так, давайте смотреть. Терпение, и все будет. Смотрим, напоминаем, мы смотрим любовную тематику. Но первая карта, она как бы сигнификация, да, в общем-то, так, в общем, я по ней говорю общую ситуацию просто в вашей жизни. Но сейчас в вашей жизни, вот на данный момент, какая-то кармическая история проходит, да, какая-то кармическая история. Вообще кармическое время, ну, это не мудрено, сейчас такая
ситуация, коридор затмения, он как раз вот и дает такую тень, да, именно в этом плане. Смотрите, что приходит, да, здесь лиса как раз может говорить о вас, да, она может вас показывать, эта колода. Что-то для вас откроется, какая-то информация, да? Возможно, эта информация касается прошлого вашей семьи. Информация хорошая, хорошая. Она что-то развеет ваши сомнения, переживания, волнения. Она по поводу чего? Эта информация, можем немножко посмотреть, да, по поводу чего. Женщина. Ну, это хорошая женщина. Это женщина не несет для вас ничего плохого, да. Это карта успеха, да, карта свободы, благополучия. Это изменит, да, как-то внесет, вот я говорю, какой-то, как свежий воздух к вам, да, это изменение в вашей семье. Это изменение в вашей семье, в вашем доме. Угу. Перемены. Перемены. Перемены, может быть, замужество, да, это может касаться. Это может касаться перемены в вашем статусе. Может быть, вы будете дамой замужней, да, вот в скором будущем. Может быть, это касается вашего статуса, да, вашей какого-то государственного учреждения, да, каких-то документов. Лилии также могут показывать какого-то чиновника государственные, какие-то дела, бумаги. Угу. Новости. Несколько вариантов у вас будет, как минимум 2, да, решения этой проблемы. Ну, это, знаете, какие-то мутные дела. Мутные, может быть, касается материнства. Здесь вполне себе может быть, да, перемены. Если для кого беременность актуальна, то пожалуйста. Да, здесь мужчина. Может быть, переезд. Здесь тоже такое может быть к этому мужчине. Может, приезд этого мужчины, да, из какого-то, где-то он был, там, государственный какой-то, я не знаю, учреждение, карта башни, может и об этом говорить, да. Вот. Может быть, это государственный какой-то чиновник, да, может быть, это адвокат какой-то, юрист, нотариус, я не знаю кто. Вот. Напишите в комментариях, кто это может быть, кто там как проиграл, если какие-то новости от него будут. Может быть, издалека, может быть, по интернету, да, вы будете какую-то переписку вести. Но это однозначно изменения в вашей семье. Может быть, как раз какую-то информацию этот человек вам скажет. Да? Может, предложение какое-то сделает. Здесь карта букет. Это все касается вашей семьи, ваших отношений. Но тут вполне вероятно, что этот мужчина какой-то из приятного вам общества. Да? Может быть, это в интернете человек, который дает консультации. Я не знаю, может быть, это адвокат какой-то. Ну, к примеру, да, вы по скайпу будете получать. Вот, как-то вот так. Предложение какое-то от него. Может быть, действительно этот человек позовет вас замуж. Да? Здесь очень похоже. Какие-то обязательства с этим могут быть человеком, если не замуж, да. Может быть, договор какой-то денежный будете заключать. Но это какое-то и предложение человек вам сделает. Человек статусный. Может быть, это, говорю, не ваш мужчина, хотя мы смотрим здесь на любовь, но здесь могут карты и увести в сторону и показать, если нет у вас любовных отношений, показать какие-то перемены в семье, да, хорошие, связанные с женщиной, если в 2 словах. Эта женщина может принадлежать к вашему роду, может родственницей быть. Вот. И сообщения от мужчины, касающиеся этой женщины, может быть, это нотариус, да, какой-то,
да, в государственном учреждении. И здесь выбор будет у вас, выбор чего-то. Две дороги, развилка идет, да. То есть вы будете... Карта друг. Ну, я спросила, этот мужчина кто? Он может быть просто дружественным, с дружественными какими-то к вам, с дружественным посылом, с приятным таким, да, как помощник, как помощь для вас такая идет. Но это обязательно, вот смотрите, это предложение, сад, ну, здесь общество какое-то, да. Вот. Ну, давайте посмотрим. В любом случае, ну, вот здесь тоже карта выбор идет. Выбор. Но что-то этот выбор не очень, да, какой-то... Вы будете бояться потерять что-то. Потерять. Может быть, этого мужчину. Может быть, это предложение как раз о замужестве, да. Может быть, вы будете сомневаться, нужно или не нужно, девочки. Ну, вот такое здесь. Давайте повнимательнее сейчас посмотрим, что за мужчина. На других картах давайте смотреть. Давайте посмотрим, что... Вот мне хочется посмотреть леса, да, сначала. Давайте, может, это он и есть. Какая-то информация откроется, да, которая... Ну, это кармический момент. Что за информация вы получите о прошлом? Да, это какая-то хорошая, приятная информация такая, касаемо вашей семьи. Леса тоже относятся к этому, к вашему роду, как будто бы, да, давайте смотреть. Угу. Ну, смотрите, здесь выбор, да, действительно у вас выбор, выбор, выбор. Тройка посохов говорит, что действительно вы будете, может быть, не один у вас вариант, да, может быть, вот король кубков выходит здесь. Возможность начать отношения, да, возможность, может быть, это какие-то финансовые обязательства, какое-то начинание, может, вложение какое-то в бизнес, может, будет предложение вместе начать бизнес, ну, что-то такое. Но я вообще была нацелена на любовь смотреть, поэтому возможность начала отношений, действительно. Но это такие отношения, где, ну, в общем-то, все прекрасно понимают, что друг от друга им нужно, да, где все прекрасно знают, как выстраивать отношения. Они больше основаны на каком-то расчете, на каких-то, я не знаю, на благополучных уже каких-то основах. То есть человек, который вам делает предложение, понимает, что вы достаточно самостоятельный человек, вас не надо содержать, вам не надо его содержать, да, то есть все тут зарабатывают, но тем не менее он готов вкладываться в отношения, он готов стараться, он готов и подарки делать, и вам, да, помогать как-то. Вот, но, скорее всего, здесь выбор, да. Я думала, что лиса это вы, но здесь вот выходит мужчина, который стоит перед выбором. Ну, здесь такой, знаете, сейчас, минуточку, и посмотрим. Ну, это молодой человек. Это молодой человек, да, такой водный стихии, рыба, рак или скорпион. Смотрите, здесь он больше для вас идет как учитель, да, что-то он тут хочет вас научить. Либо человек, который такой будет склонять вас к своим понятиям, да, вот как он считает правильным, он будет убеждать вас, что так правильно, что вот именно только так и правильно. Может быть, он будет убеждать вас в том, что нужно зарегистрировать брак официально, если вы, например, не хотите, да. То есть вы поставили перед выбором, что, например, давай просто поживем, узнаем друг друга, ну, к примеру, да. Вот он будет убеждать, что все-таки по его понятиям гражданский брак – это неправильно, да, что нужно именно заключить настоящий официальный брак.
Вот карта башни там нам это и показывала, да. То есть он бы хотел, может, принадлежать, или чтобы вы принадлежали к его роду, сделать вас своей женой. Может быть, это бывший какой-то мужчина, либо настоящий, который живет с вами гражданским браком. Да? Здесь несколько вариантов, вы ловите свой, да, как говорится. Теперь он не хочет просто больше так жить, он хочет вот именно таким официальным браком. Да? Ну, похоже, что это мужчина из прошлого. Он бы хотел, да, чтобы вы стали его прям женщиной, да, как будто бы вот вас сделать официально своей женой. Мне так кажется. Здесь я это так вижу. Да, и карта справедливости мне это подтверждает. Девочки, вы что хотите? Я здесь вижу предложение женитьбы, предложение официальное замуж. Здесь вот так мне видится. Ну, давайте мы еще раз, конечно, посмотрим. Уточним, но все же мне вот так видится. Мне идет так, такой поток информации именно вот об этом. О другом ни о чем здесь я... Ну вот видите, здесь союз, общение, союз. Смотрите, потеря может быть именно статуса свободного человека, да, идет. И официальные бумаги, то есть это может быть свидетельство о браке. Да, мужчина. Может быть, для него это потеря статуса холостяка. Карта звезды как раз и говорит, может быть, вы сейчас общаетесь по интернету, да, либо это переезд к мужчине, может, он убеждает вас переехать, либо это говорит о том, что мужчина может, кстати, заниматься эзотерикой, изучать. Ну, здесь опять потери. Мыши и гроб – это, да, что-то такое. О чем, какие потери? Ну, я думаю, что это потеря свободы. Потеря свободы. Это именно человек, действительно, я подтверждаю свои слова, да, то есть это может быть счастливое общение, взаимоотношения. Вот. И я думаю, что здесь предложение руки и сердца, девочки. Отпишитесь в комментариях, напишите. И, кстати, можете написать, из какого города вы меня смотрите, из какой страны. Очень интересно почитать. Ну вот, такой был расклад для вас, мои дорогие воздушные. Мы приступаем к земным. Козерог, Телец, Дева. Что у вас стучит, гремит на пороге? Стоит. Давайте смотреть, что у вас. Какие там события? Стучит, гремит, на пороге стоит. Что тут у вас? Смотрим. Так, ну давайте смотреть. Смотрите. Первая карта собака, да, она как бы задает тон всему раскладу. Это просто общий такой, знаете, как сигнификатор на ситуацию вообще в целом вашу сейчас. В то, как бы, энергии, в которых вы находитесь. Но это человек какой-то дружественный к вам, да, с дружественным посылом. Может быть, это мужчина, действительно, мы сейчас рассмотрим эту карту. Вот, этот человек вот как раз к вам, прям вот рядом с вами, близко очень к вам. Мужчина это или женщина, это не видно, мы рассмотрим. Но этот человек вот как раз идет к вам либо как помощник, либо как друг, либо как ваш мужчина, но он рядом с вами. Если в отношениях с ним были какой-то застой, да, какая-то стагнация, ну, это уходит. Это уходит, это как будто идет обновление отношений. Ну вот, вы будете прям вот как будто радоваться, как ребенок, тому, что как-то или улучшились отношения, либо если у вас был застой в личной жизни, то к вам вот идет мужчина. Да? Вот так тоже такая информация. Вы будете рады этому знакомству, поскольку
ну, ваше одиночество уходит. Вот здесь отношения, взаимоотношения, достаточно приятное. Вот здесь именно открывается, да, как будто дорога для вас открывается. И как будто счастливое общение, счастливые какие-то моменты врываются в вашу жизнь, да, как будто бы вот все, одиночество заканчивается. Вот так хочется сказать. Какое-то ключевое это будет для вас знакомство, если это знакомство, да, если вы не знаете этого человека. Это ключевой момент для вас, вот, который как бы открывает дорогу к счастью в ваш дом. Сейчас посмотрим, рассмотрим, кто это. Ну, смотрите, здесь как будто бы, мне кажется, там ваше одиночество уходит в прошлое. Да? Какая-то вот идет такая информация. Одиночество уходит в прошлое. Да, съедается. Съедается. Ну, развилка тут это говорит о выборе, да, может, или просто дорога, как будто бы, да, куда-то. Вот, как будто бы, знаете, вот как выздоровление идет. Как выздоровление для вас. Может быть, вы были в такой вот, в какой-то в депрессивном состоянии из-за одиночества. Сейчас это все уходит, да, скашивается. Как будто выздоровление. Вы как змея меняете кожу, и ваше положение становится более стабильным, прочным. Да, этот мужчина, он, если и придет, то это надолго. Да, это не мимолетное знакомство. Он поможет вам. Да, вот, и в работе, может быть, да, как-то. И добиться каких-то успехов, каких-то вершин достичь. Достаточно, может быть, у него сложный характер такой, да, но при этом он вам поможет. Поможет достичь каких-то исполнения мечт ваших, каких-то желаний, планов. Да, вот, пожалуйста. Вы получаете, возможно, сейчас информацию или от него получите известие. Да, возможно, этот человек, вот опять карта дерева выходит, это может информацию вам передавать ваш род сейчас, да, вот об этом знакомстве. Вот. Вот такой интересный, девочки, расклад. Давайте мы посмотрим этого мужчину. Мне кажется, да, здесь вот предложение я не увидела, но известие от него. Он вот идет к вам с каким-то, может быть, напишет, да, или позвонит, приедет, что-то такое. Вот. Может быть, непростой характер у него также, да, вот говорю, какой-то такой сложный. Но, тем не менее, этот человек вам поможет. Солнце, девочки, он к вам идет с хорошим посылом. Я все его рассматриваю. С хорошим. А возможно, он в некой, в какой-то вот, в какой-то депрессии сейчас находится. Может быть, у него какие-то были разочарования, проблемы, да, именно вот в личной жизни, да. В личной жизни. Ну, они все, это была для него трансформация, и она пройдена. Да, здесь карта смерти, это все уже оставлено позади. Да, он оттуда ушел. Как бы уже взял себя в руки. Сейчас это как отголоски идут. Вот это его душевная такая вот какая-то дисгармония там внутри у него. Потому что все-таки человек какие-то, ну, неприятную ситуацию пережил. Прошлое уже это прошлое. И он сейчас вот как воспрял духом. Вот он выходит, рыцарь посохов идет. Такой активный достаточно мужчина. Возможно, это мужчина относится к знаку зодиака Лев, Овен или Стрелец. Огненная стихия такая, да, такой мужчина горячий, деятельный, активный очень, такой, имея лидерские качества при нем, может занимать какую-то руководящую должность. Непростой мужчина, да, статусный, я вам сразу сказала. Гора, как может говорить о его статусе, что он достиг определенных высот, вершин, также и о сложности характера. Может быть и то, и другое.
Возможно, он такой, знаете, ну, немножко будет стесняться где-то, может быть, горячий, да, может быть, где-то острые такие моменты все же с ним будут в общении. Может быть, немножко сомневающийся человек, надо, не надо, да, может быть, он сейчас как раз вот на пороге будет стоять. А может быть, сейчас он выбирает профессию, место работы меняет, да. Вот. Может быть, действительно настроен просто к вам и стоит перед выбором, как приглянется он вам или нет, нравитесь вы ему или нет, пока еще присматривается. Может, узнает о вас в интернете информацию. Но он вас в любом случае, вы для него будете звезда, он будет вами восхищаться. Он очень... Либо это о нем, да, речь идет, что мужчина очень такой эгоистичный, любит, когда им восхищаются, любит, когда ему делают комплименты, когда говорят, какой он прекрасный, и как специалист, и как человек, и как любовник, и вообще великолепен, успешен и так далее. Но и также здесь идет к вам некий король мечей, да, некий король мечей какой-то. Ага. Здесь выбор будет, да, здесь вот у вас выбор будет. И вы немножко притормозите. Ну, да, мужчина идет к вам. Здесь, да, вы чуть-чуть призадумаетесь все-таки. Я думаю, выбор будет сделан на более активного человека, кто захочет с вами длительных, серьезных отношений. Да? Ну вот он захочет, кстати говоря. Но как-то все равно он будет немножко подзакрыт от вас, вот этот король мечей. Все равно. Он не будет торопиться. Если тот активен, да, идет рыцарь жезлов, то этот нет. Этот так будет сомневаться, разглядывать вас со всех сторон, обдумывать всю ситуацию. Как-то он больше так вот, да, прагматично будет думать. Для него как лучше бы, да. Но здесь тоже он нацелен на длительные, хорошие отношения. Девочки, ну этот человек, с ним дьявол. Может быть, он богат, да, может быть, действительно человек занимает должность непростой, он и денежный, финансовый. Может быть, там обман. Мы не будем вот так вот прям детально рассматривать. Вот мы увидели, да, тема наша сегодня не детальное рассмотрение, кто ваш мужчина, а именно, что у вас там на пороге стучит и гремит. Вот два мужчины мы рассмотрели. Один воздушной стихии, весы, близнецы, водолей. Один огненной стихии. Ой, я все, наверное, посмешала. Вот. Поэтому мы не будем вот так вот детали смотреть. А я думаю, нам достаточно вполне того, что карты одинаковые, легко их перепутать. Нам достаточно, мы увидели с вами, что и один, и второй нацелен на длительные и стабильные отношения и достаточно успешные, да. Только один немножко подзадумается, второй более активный, огненный. Хорошо, давайте смотреть вас, моя уважаемая, дорогая огненная королева. Смотрим. Овен, лев, стрелец. Что же у вас стучит, гремит, на пороге стоит? Смотрим. Угу. Смотрим. Первая карта ключ. Она как сигнификатор вашей сейчас вот ситуации, да? В каких энергиях вы находитесь. Ну, здесь решение каких-то задач, проблем, ситуаций, открытие каких-то тайн, возможно, да, решение ключевых каких-то важных для вас моментов. Вот. Ну, на данный момент и в самом ближайшем будущем. Смотрите, каких моментов именно. Ну, может быть, рабочих моментов, кстати.
всех моментов, где какие-то затыки, где какие-то проблемы, да, которые вот, ну, как будто подзатянулись, которые уже давно тянутся. Какие-то могут быть моменты, да, может быть вот такое. А какие-то потери, потери чего-то, да, может быть, вы хотите как раз вот это все понять, почему потери, почему какие-то, я не знаю, какая-то мышечная возня, какие-то хлопоты, да, не приводят к успеху. Может быть и так. К обновлению. Почему? Да, почему для вас это все вот как-то непонятно. Вот такая картинка как-то складывается в общем. Да, давайте смотреть. Давайте смотреть. Мне хочется здесь посмотреть вот эту именно карту ключ. Что она вам все же откроет. Может быть, эти проблемы связаны с вашим ребенком. Может быть, как знаете, невозможность иметь ребенка. Вы решаете сейчас эту проблему кто-то. Опять же, это вот несколько слоев информации. Девочки, для каждого это свой. Поэтому я для вас вот все слои даю, да. Кому что подходит, выбирайте. Так, ну и почему невозможно, да? Почему, может быть, для кого-то действительно не вынашивается беременность. Вполне такое может быть. Что за проблема? Эта проблема касается какой-то информации, да, получаете вы информацию, ну, в каком-то обществе, может быть, в интернете, может быть, я не знаю, общество какое. Но это может быть близкое ваше окружение, да, с которым вы связаны какими-то обязательствами. Что за информация? Ну, что-то такое. Все равно это приятное, хорошее что-то. Медведь выходит, смотрите, это мужчина, да, очень надежный, такой, люблю эту карту. Мужчина, ну, что это ваш мужчина, да, и общество это как раз ваша с ним семья, может быть, ребенок, это все, что касается вашего дома. Какие-то хлопоты, какая-то информация. Девочки, если у вас уже есть мужчина ваш, да, то это какие-то хлопоты, касающиеся принятия каких-то решений, принятия, открытия чего-то, да, чего-то, каких-то дверей, решения каких-то проблем ключевых, значимых для вас. Тех, которые уже вот застоялись, которые уже пора решать. Да? И, может быть, это связано с работой именно этого мужчины. Вот. Ну и также здесь вот именно сад, это может быть семья, да? Поскольку здесь вышло кольцо, то с этим мужчиной, скорее всего, вы связаны обязательствами. С этим обществом, может быть, это ваш ребенок, действительно, он уже есть. Да, и, может быть, сейчас настало время решать проблемы поступления, например, да, успешного поступления. Пока это все мечты какие-то отдаленные, пока еще ничего не понятно, но вы уже эту проблему решаете. Получаете какие-то новости, возможно, через интернет. Это все касается изменений в вашей семье. Ну, женщина, да, возможно, это вы. Собака, это тоже, возможно, какой-то друг, подруга или этот мужчина. Вот, может быть, пока с этим мужчиной где-то вы на расстоянии, может быть такое. Либо этот мужчина занимает какую-то должность определенную, да, каких-то достиг в своей жизни высот, какого-то высокого положения, возможно, с ним разговоры. Да, может быть, это вообще друг какой-то, с кем вы будете эту проблему решать. Вот так здесь идет. Ну, вот карта звезды, она как раз и говорит о том, что это какая-то может быть, переезд вашего ребенка, может, вообще хотите место жительства поменять, да, вот такое здесь идет. Вот, но это какая-то в любом случае, это мечта, это что-то планы, это ваши какие-то отдаленные, может, планы давнишние, да, вот карта якоря об этом говорит. И все вот хлопоты, они могут быть завязаны на это, может быть, на вашем ребенке, может быть, на изменении места жительства, как вариант. Давайте посмотрим, да, это вот на вашем пороге стучит, то, что сейчас волнует. Стучит, гремит, это то, что вас сейчас волнует, ваши наболевшие какие-то проблемы, чаяния, в том числе я, например, нацелена на
именно любовную тематику. Но если у вас уже с любовью все хорошо, с отношениями, возможно, это проблемы вашей семьи. Может, у вашего ребенка, взрослого. Да? Может быть, это касается переезда. Там, где вы заякорились, может быть, вы уже хотите эту тему открыть и поменять место жительства, переехать, например. Да? Хлопоты все об этом. Удачный переезд, обновление. Ребенок, может, это вообще не ребенок, а просто новый путь, обновление. То, о чем вы давно мечтали. Ну, вот здесь и отношения с вашим супругом. Скорее всего, у вас есть супруг, да. Здесь на первом плане сейчас стоят отношения, да, какие-то, может быть, ваш супруг достаточно денежный человек. Но здесь хочется сказать, что он прям какой-то манипулятор, да, что человек прям такой вот жесткий, может быть. Вот король мечей выходит, да. Может быть, жесткий очень достаточно человек. Вот, пятерка мечей. Жесткий, конфликтный. Может быть, он постоянно должен быть прав. Он постоянно отстаивает свое мнение, что он только один всегда прав. И с ним спорить не стоит. Даже заводить на эту тему никаких разговоров не стоит. Да, и карта мага, как-то карта дьявола могут об этом говорить, что он жестокий манипулятор, что он может запросто управлять всеми членами семьи и вами. Да, что он может запросто, как и быть богатым, зарабатывать приличные деньги, но также он может, ну, например, увлекаться какими-то магическими инструментами, может. Я очень много мужчин знаю, которые увлекаются эзотерикой, вот только они как-то все больше скрывают это, стесняются этого, но я таких знаю множество, да? Вот. Ну, смотрите. Угу. Ну, здесь пустая карта, то есть здесь дальше информация закрыта для меня. То есть может вполне, да, быть, кстати, этот мужчина обладать магическими способностями. Кстати, вот этот, да. Он может легко вами манипулировать, где-то обманным путем, где-то, может быть, кручу-верчу, запутать хочу, вот так как-то, да. Достаточно мужчина такой конфликтный. Конфликтный в том плане, что он не будет молчать. Если ему что-то не нравится, он прямо в лоб так вам и скажет, да, выскажет свое мнение. Он готов побеждать в любом споре и всегда будет прав, и так и считает. И у него есть рычаги воздействия, он достаточно умен, достаточно обладает всеми ресурсами, властью, возможно, какой-то статусный человек, занимает определенную должность, да, или в семье он достаточно деспотичен, тоталитарен, консервативен, и, как я сказала, так и будет. И спорить со мной бесполезно. Вот как-то так, понимаете? Вот. Возможно, человек жесткий сам по себе, но знает прекрасно, на какие педали надавить, чтобы добиться своего, да, в отношениях. В то же время человек открытый к общению, готов к разговору, готов к выяснениям. Да, здесь мы это видим тоже. Вот. Человек, может быть, действительно достиг определенных каких-то высот в жизни. Карта гора там тоже мне говорила об этом, да. Вот. Может быть, вполне, да, он изучил какое-то ремесло уже достаточно, может, тоже магию, да, достаточно серьезно. Вот. Ну, здесь, знаете, как еще хочется сказать. Сейчас, терпение. Угу. Так ли? Здесь вот еще один мужчина выходит, да?
какой-то у вас был. Может быть, с этим все связано, да? Вот колесо фортуны я рассматривала. Может быть, вы здесь... Почему он так себя здесь агрессивно повел, да? Здесь вот император, король мечей. Может быть, здесь прояснилась ситуация какая-то, девочки, или прояснится, да? Мы рассматриваем то, что у вас вот на пороге, какие события. Смотрите. Может быть, он выяснит, да, как-то до него дойдет, что здесь какой-то обман. Здесь вот выходит король Пентаклей земной, телец, козерог, дева. Вот, может быть, как-то он в интернете нароет эту информацию, ну как-то он узнает, да. Может, периодически вы с ним встречаетесь, с этим вот королем. И он может об этом узнать каким-то образом. Может, в интернете, вполне. Вот. Но он не будет молчать, да, он здесь будет за вас пытаться воевать, отстоять свои позиции. Как-то его забрали, да, как-то так посмели вообще, в принципе. Ну и карта Луна здесь, и семерка мечей как раз об этом говорят, что здесь и дьявол, здесь какой-то обман присутствует, да, карты мыши. Кстати, об этом же тоже говорят, да, что какие-то потери. Потери стабильного какого-то положения, да. И здесь вы уходите от отношений с этим человеком, да, чувств здесь много, может быть, вы уже не первый день с ним встречались, периодически, да, вы встречались. Встречи эти были на постоянной основе, но периодически туда-сюда. Вот, может быть, общение было у вас с ним в интернете. Ну, здесь вот семерка мечей как раз и говорит об обмане. Может, вам приходилось играть роли, обманывать, чтобы встречаться с этим человеком. Но вы уходите в семью. Для вас семья в приоритете. То есть он добьется любыми путями, будет за вас волноваться, переживать, сохранить семью. Да? И здесь, вот, пожалуйста, здесь и карта букет. Ну, если уж брать так, в общем-то, да, то здесь может быть и слезы, и переживания, волнения какие-то именно ваши, да, по поводу вот предложения, может быть, по поводу свидания, здесь что-то какие-то будут моменты такие. Но здесь именно ключевая информация заключается в потере стабильного вашего состояния, потере стабильности в вашей семье. Но потом эти чувства заиграют по-новому, как обновление для вас идет, как обновление. А может, для кого-то действительно, девочки, вот точно для кого-то сейчас нужна эта информация, смена партнера приведет к беременности. У кого есть такая проблема, для кого это актуально. Ну, вот такой вот, девочки, был для вас расклад, и мальчики мои дорогие. Я всех благодарю. Если вам понравился расклад, поставьте лайк, напишите какой-то комментарий, что там, как произошло. Напишите, с какого города вы меня смотрите. Очень интересно. Ну все, не прощаюсь. До следующего видеосюжета. Всех обняла. Пока-пока.